Сегодня очередной солнечный день. Правда, уже прохладно, не так жарко, как было, но комфортно. Солнышко, птички поют. Детей отправила, собрала с утра. Соседка должна их посадить в автобус. Как только я выехала, уже автобусы подъезжали. Здесь, конечно, транспортная развязка сложнее, то есть можно двумя способами. Вот эта станция Бали-Брофи. Или можно было с города Спортлиш, который такой самый крупный здесь. Я выбрала Бали-Брофи. Мне соседки муж едет на работу, и он по пути, поэтому мне предложили подвезти. И здесь я напрямую в Дублин, а там немножко нужно будет, если ехать с Спортлиша, еще найти этот вокзал. Ну, в принципе, я поехала бы и тем путем, но вот предложили, я согласилась. До Дублина ехать где-то час, там час 05, час 10. И потом дальше мне нужно на трамвай. Тоже нужно найти, куда пересесть. И в Сити Вест. Билеты можно было здесь купить, но здесь дороже. Кстати, вот этот переход, вот если приезжать с Дублина, то вот приеду с другой стороны. Я купила онлайн, мне девочки подсказали, 14 чем-то, 14 копейками, где-то 15 евро, в общем, 15 евро стоит проезд, дорого. Но здесь лип-карта не проходит. Я знаю, что где-то она проходит, вот где точно, то есть в черте Дублина есть, то есть, возможно, она проходит в Спортлиша, но я не уверена. Вот поэтому купила так, а уже трамвай, я думаю, что с лип-картой. У этого поезда нету номеров, как у нас, то есть у них буковками обозначается B, C и рядышком место. Это мой путь. Вот я Бали-Броф, потом Портлиш. И вот у меня конечная Дублин-Хьюстон станция. Все, я уже в Дублине. Сейчас иду искать трамвай. Сказали мне, что через 3 минуты следующий трамвай будет мой. Вот здесь я жду трамвая, и вот здесь оплачивать лип-карты, тронуться. А у меня не было на карте денег, и поэтому мне пришлось пополнить карту. Девочка помогла мне. Я вышла с вокзала и перешла через колею, чтобы ехать в Сити Вест. Нужно перейти. Это конечная остановка. Где-то час мне ехать. Вот здесь я пополнила через карту, вставила свою лип-карту и через карточку пополнила на 10 евро и потом уже оплатила. Так волнительно, немножко нервничаю. Опять, когда нервничаю, начинаю говорить с ошибками. Когда вот на английском голова думает, и все нормально. Когда вот именно с преподавателем общаюсь или когда на спикингах мы общаемся. А сейчас вот не выезжала давно, и все навыки утратила. И переживаю, чтобы вовремя успеть, чтобы все найти, сесть туда, куда нужно.
Вот, ну все хорошо получается, надо немножко волнение свое убрать, успокоиться. Ну, уже я, в принципе, знаю. Доехала, вот сейчас трамвай уже знаю какой, поэтому а обратно, я думаю, уже будет попроще. Это подъехал на соседней линии трамвай. Остановка последняя Фортуны Стаун. Вот там я буду выходить и немножко пройти пешком, и будет City West. Так, я пропустила остановку, вышла на Сагард. Ну, рядышком, в принципе, здесь 2 минуты проехала. Сейчас буду возвращаться. Красиво. Дома такие большие, строения. Такой Дублин мне, конечно, нравится, когда это уже за городом. Нет этой грязи. А здесь прям красиво. Дома, конечно, уже совершенно другие. Здесь Макдональдс. Так, мне подниматься туда вверх. Оказывается, это все район Сити Веста. Я вернулась и зря. Опять возвращаюсь на конечную. И уже от нее дальше Сити Вест Хотел. Я надеюсь, что это туда. Не заворачивать налево. Я надеюсь, что это здесь. Так, мне показывает навигатор, что направо. Туда, где мы приезжали в самом начале. Но, конечно, тогда ничего это не запоминалось. Такая огромная территория, и там вдалеке будет City West. Фу, это здесь. То есть мне вот там впереди, а вот здесь непосредственно отель, где живут украинцы. Такий розподільчий центр. Ось тут ми були перший раз, коли приїхали тільки. Все, я справилась. За 20 минут я пришла раньше, поднялась на 2-й этаж. Там уже было несколько людей, которые тоже ждали appointment. И
Значит, что мне понадобилось? Мне, в принципе, когда позвонили, сказали, что нужно было взять, то есть нужен был желтый лист, который выдается в самом начале, когда только заезжаешь, потом PPS, и отпечатки сдают взрослые, дети, уже забыла до какого возраста, в общем, моим не нужно было сдавать. И что еще нужно было? Адрес последний, по которому ты проживаешь, и она попросила на телефоне какую-то покупку, какое-то письмо, которое приходил за последние несколько месяцев на последний адрес проживания. Потом каждый пальчик, все вместе пальчики, в общем, отпечатки сдали. Оказывается, я попала в тот период, когда какой-то был или сбой, или что-то там у них случилось, отпечатки не брали, потому что 90% взяли отпечатки, а 10% не взяли. И вот постепенно вызывают, и это будет вместо желтого листа, но девочка сказала, что если куда-то выезжаете, то на всякий случай берите с собой желтый лист, потому что, ну, мало ли, могут быть какие-то вопросы. Все, я сейчас бегу быстренько обратно на трамвай, и на обратно уже буду ехать через Порт-Лиш, потому что обратно мне некому забрать. Надеюсь, что успею, потому что с Порт-Лиша на 2 часа автобус, а потом уже аж в 5 часов вечера. Так что буду спешить. Вышла я из поезда в Порт-Лише. Теперь нужно будет ждать здесь аж до 5 часов, потому что автобус на 2. Хоть я очень быстро освободилась, но все равно еще на троллейбусе, и билеты не сразу, и время поезда не сразу, поэтому никак до 2 я не успела бы. Теперь до 5 буду гулять в Порт-Лише. Я вышла с поезда с Дублина и перешла поверху, перешла на другую сторону и иду сейчас в город. На поезд мне туда.